Ну что ж, Пацюк, как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту. Для того-то я и пришел к тебе, что кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Оп! Всю жизнь он смешил зрителей, но только близкое окружение знало, что за внешним гротеском таилась душевная боль. Когда-то имя Николая Яковченко гремело на весь Союз, а каждый житель Киева знал артиста в лицо. Всеобщая любовь и популярность пришли к нему в зрелом возрасте, по иронии судьбы совпав с годами глубокого личного одиночества. Николай Федорович появился на свет в далеком 1900 году в городке Прилуки, что неподалеку от Полтавы. Родившийся на цветущем украинском юге, мальчишка по характеру был схож со своей малой родиной, такой же темпераментный и неунывающий. В школе его озорной нрав доставлял наставникам массу хлопот. Артистичный ребенок беспрестанно пародировал преподавателей, вызывая хохот одноклассников. В подростковом возрасте Николаю посчастливилось найти место, где его дар не попрекали, а всецело одобряли. Балагур стал участником любительского детского театра. Юность парня была тревожной. Вслед за Первой мировой войной грянула гражданская. Получить профессиональное образование не было никакой возможности, поэтому Яковченко довольствовался самодеятельными подмостками, оттачивая на них актерские навыки. Однажды игру Николая увидел режиссер из соседнего дома творчества. Сам того не подозревая, он дал талантливому юноше путевку в жизнь, пригласив в только что открытый Прилукский народный театр. После домашней сцены артист-самородок сменил не одну труппу, попеременно выступая в Симферополе, Харькове, Чернигове, Черкасах и Днепропетровске. В 1928 году основным местом его работы стал Киевский театр имени Ивана Франко, где Яковченко с небольшими перерывами проработал до конца своих дней. Его героями становились преимущественно гротескные действующие лица из пьес, написанных украинскими авторами. Также в репертуаре артиста были персонажи из мировой классики: Фальстаф из одноименной комедии Шекспира, Вурм из «Коварства и любви» Шиллера, Лящ из спектакля «Последний» по Горькому. В годы Великой Отечественной войны служба в театре превратилась для Николая Федоровича в настоящее служение. Вместе с коллективом он выступал в войсковых подразделениях и госпиталях на Сталинградском направлении, а в составе 4-й фронтовой бригады стал свидетелем освобождения Венгрии. Фильмы. Первый опыт в кино был получен артистом в возрасте 39 лет. В исторической эпопее «Щорс» он сыграл безымянного бойца. Время, проведенное в кадре, оказалось таким незначительным, что фамилию Николая даже не указали в титрах. Следующее появление на экране случилось только в 1952 году. Актера задействовали в череде фильмов-спектаклей, многие из которых были ему знакомы по театру. Например, в комедии «В степях Украины» и на сцене, и на экране он блестяще изобразил снабженца Филимона Долгоносика. Тут діло велике. Треба знати, коли продати, яку ціну встановити і коли її підняти. Золото. Золото, але чоловік все зробить, все дістане, що хоче. Та не може бути. Хочеш, одріз добрий на костюм. А. У тебе, бачу, неважний. Дам записку моєму агенту в область, будеш мати потвердіть ціни без всяких комісій. Во второй половине 50-х Николая Федоровича начали активнее приглашать в полнометражные ленты. В образе экранного отца Леонида Быкова он появился в картине «Максим Перепелица». Ну так что? Подумаешь, гарбуза поднес. А кто из нас молодости не баловал? Не в гарбузах дело, а в характере, хлопцы. Наплевать на характер. Было бы понятие в голове. Вот ты 10 лет у меня в оркестре играешь, а не можешь отличить гопака от похоронного марша. Максима голова, ого-го, какая! После этого последовали «Судовой кок» в приключенческом фильме «Координаты неизвестные», «Дядюшка Василий» в музыкальной комедии «Годы молодые» и совхозный сторож Терешка в «Первом парне». Дед Терешка, мне нужен мотоцикл! Дед Терешка! Ах, мотоцикл! Мотоцикл у меня есть, только нужно позвонить начальству. Начальство любит, когда к нему звонят по телефону. Скорее! Алло! Алло! Алло, алло! Роли, принесшие всесоюзную известность, были сыграны артистом в 60-е годы.
В легендарной картине «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятых Александром Роу по рассказам Николая Гоголя, Яковченко досталась роль загадочного казака-патюка. Образ сельского знахаря, связанного с нечистой силой, получился одновременно комедийным и в то же время немного пугающим. Я к твоей милости, Патюк. Ты, говорят, не во гнев будь сказано. Я веду об этом речь не для того, чтобы нанести тебе какую обиду. Приходишься немного сродни черту. Следующим достижением актера стал Прокоп Сирко из не теряющей своей актуальности кинокомедии Виктора Иванова «За двумя зайцами». Реплики простодушного Прокопа Свиридовича, почтенного отца, засидевшейся в девушках богачки Прони, заставляли публику смеяться до слез. Ма. Позвольте спросить, вы сынок покойного Петра Голохвостого, что тенюрню держал за канавой? Папенька. В 1962-м Николая Федоровича пригласили сняться в картине «Королева бензоколонки». В легкой ироничной ленте ему в персонаже достался начальник дорожного управления с говорящей фамилией Лопата. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед. То есть Лопата. Вот граница моего района, правый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. В фильме «Яблоко раздора», вышедшем в прокат в 1963-м, артист сыграл деду Северягу. Кончилась моя военная линия. Не туда, Ларион, а глобли поворачиваешь. Вот если бы, не дай бог, ты голову свою в боях положил, тогда да, как говорится, вечная слава и вечный покой. Мы бы тебе тогда такой памятник в этом саду поставили, куда там. И щебечи, пацан. Рельефным и сочным получился у Яковченко старый казак Спирит из гоголевского «Вия». В мистической фантазии Гоголя, экранизированной в 1967 году, сложилось все – и превосходный актерский состав, и великолепная музыка Карена Хачатуряна. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня, и говорит: «Дай, Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, бедолага, и рад этому, и говорит: «Не только ножку, но и сама садись на меня». И он, дурень, нагнул спину и пошел скакать. На излете плодотворного десятилетия актер в роли деда Евгена успел сняться в небольшом сериале о сельской молодежи «Варкина земля». 42. Да прибавить 85. Ого! Це 127 годов прожил. Молодец, молодец, сотник. Да только тяжело придавили тебя, сукины дети. Страшный суд начнется, не выберешься. Выпил, так не гавкай. В 1971-м Николай Федорович неожиданно получил главную роль. Его героем стал сторож из музыкального водевиля «Веселые жабокричи». Хочешь, чтобы я тебе в рыло заехал? Видите, на то ж бы и начальство. Там какая-то бумага. Какая бумага? Какой-то человек привез. В картузе. Сбегай за писарем. Да его после храма и собаками не найдешь. В том же году Леонид Быков привлек артиста к работе над комедийной лентой «Где вы, рыцари?». Да не слухайте їх! Болтайте кущепку, що то торчить цей велосипед. А все було б як у людей. Зібралась компанія, випили, закусили, пісень поспівали, подрались, як положено. Последним проектом, где поучаствовал Яковченко, стал фильм 1973 года «Эффект Ромашкина». Личная жизнь. Личная жизнь артиста началась с большой взаимной любви и завершилась трагедией. В 1932 году его женой стала коллега по драматической сцене Татьяна Евсеенко.
В браке родились 2 девочки. Артист боготворил супругу и детей, но семейное счастье продлилось недолго. Из-за онкологии Татьяна Марковна ушла на свет довольно молодой. Следующим ударом стали аналогичная болезнь и уход старшей дочери. Младшая наследница, актриса по профессии, осталась единственной отцовской поддержкой. Впоследствии она ненадолго пережила отца, и так же, как мать и сестра, скончалась от онкологического заболевания. Николай Яковченко умер в сентябре 1974 года. Его смерть была нелепой и неожиданной. У артиста воспалился аппендикс, но в тот момент все больницы города оказались переполненными. Карета скорой помощи несколько часов колесила по улицам Киева, пока наконец не удалось пристроить именитого пациента в одну из клиник. Осложнения, возникшие во время запоздалой операции, привели к летальному исходу. Похоронили Николая Федоровича на Байковом кладбище Киева. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.